Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это. Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? 31 декабря 1994-го, пока вся страна готовилась к празднованию Нового года, объединенная группировка федеральных войск России начала штурм чеченской столицы – Грозного. Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду. Федеральные власти рассчитывали к утру 1 января узнать о взятии города и окончательном поражении сил президента самопровозглашенной республики Дудаева. В Министерстве обороны царили шапкозакидательские настроения. Если бы воевала российская армия, то, по крайней мере, одним парашютным десантным полком можно в течение 2 часов было решить все вопросы. Я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Эти слова принадлежат неопознанному офицеру 131-й Майкопской мотострелковой бригады. Именно это подразделение в составе группы «Север» должно было выполнить главную задачу штурма – взять дворец Дудаева. Операция обернулась трагедией. Майкопцы попали в окружение, а на следующий день многие из них погибли при попытке прорвать блокаду и вернуться к своим. Разгром 131-й бригады станет одной из первых страниц в истории штурма Грозного, который вместо 2 дней растянется на 2,5 месяца. Но кто принял решение пойти на штурм города? Почему взять его быстро не удалось? И правда ли, что российские войска были обречены еще до начала операции? Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокол. Мы начинаем. Теория всего. Суверенитет раздора. В 80-х после начала перестройки в национальных республиках СССР активизировались движения за независимость. Чечня тоже не оставалась в стороне, хотя на тот момент была одним из беднейших регионов и жила на дотации из центра. Сепаратисты чувствовали слабость Москвы и мечтали получить собственный кусок власти, не особенно заботясь об экономических перспективах республики. Уже в 90-м году в Грозном был избран Общенациональный конгресс чеченского народа, или ОКЧН. Целью органа стал выход из состава Советского Союза. Возглавил его генерал советской армии Джохар Дудаев. Намечаются новые пути развития нашего общества. ОКЧН стал параллельным органом власти, независимым от Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. В июне 91-го ОКЧН провозгласил независимость и объявил о низложении официальных властей республики. Во время августовского путча сторонники ОКЧН, воспользовавшись неразберихой в столице, окончательно захватили власть в Грозном и отменили действия российских законов. Дудаев стал президентом самопровозглашенной республики Ичкерия. Ее не признало ни одно государство мира. Тем временем Чечня стремительно нищала и криминализировалась. Больницы, школы и вузы закрывались, заводы встали, безработица достигла 70%, пенсионеры не получали выплат, молодежь примыкала к бандитским группировкам, занимавшимся грабежами, отмыванием денег и даже похищениями и торговлей людьми. Кризис привел к появлению антидудаевской оппозиции, которую негласно поддерживала Россия. Вооруженные формирования оппозиции то и дело проводили операции против дудаевских войск, иногда действуя вполне успешно. Сам Дудаев ответил на это укреплением собственной власти. Он стал практически единоличным правителем, захватив здание Грозненского городского собрания и распустив парламент и Конституционный суд. В октябре 94-го оппозиционные силы вошли в Грозный и вплотную подобрались к президентскому дворцу, но затем неожиданно отступили. Все это дало почву для слухов о прямом дирижировании конфликтом из Москвы. Повторный штурм города в ноябре закончился провалом. Участвующие в операции российские военные оказались в плену.
Эти события и предвосхитили последующие более масштабные боевые действия в регионе. Решение о вводе войск. 30 ноября 1994 года президент Борис Ельцин подписал секретный указ о разоружении и ликвидации вооруженных формирований на территории Чечни. Ответственным за операцию назначили министра обороны Павла Грачева. За 2 дня до назначения он сказал фразу, ставшую позже расхожей, о том, что если бы в Чечне работала российская армия, Грозный можно было бы взять одним парашютно-десантным полком. 9 декабря во Владикавказе начались переговоры между представителями России и Ичкерии. Дудаев заявил, что готов к свободным выборам и даже не будет выдвигать собственную кандидатуру на пост президента, но только если Россия и мировые лидеры признают независимость Чечни. Для Москвы это требование было неприемлемым. 11 декабря федеральные войска вошли в республику. Российская разведка предполагала, что на стороне Дудаева находились от 10 до 12 тысяч боевиков. Даже эти цифры давали понять, что предстоят тяжелые бои. На деле бойцов было и еще больше – от 12 до 15 тысяч. В руках чеченских формирований было большое количество оружия с советских складов и военных баз, которые федеральные силы фактически оставили на разграбление, когда в 92-м спешно покидали республику. Десятки танков, больше сотни артиллерийских систем, зенитки, противотанковые пушки и системы залпового огня, а также 250 самолетов. Правда, большая часть летной техники была уничтожена еще до начала активных боевых действий 1 декабря 1994-го в результате удара российской авиации. 26 декабря в Российском Совбезе решили, что штурм Грозного должен начаться накануне Нового года, 31 декабря. Для многих армейских подразделений приказ стал неожиданностью. Части еще не были укомплектованы в достаточной степени. По воспоминаниям министра обороны Грачева, некоторые генералы и вовсе отказались от участия в операции, а сами бойцы были в растерянности. Нам сказали, что вас сюда кинули, так, в принципе, без ничего. Ну как без ничего? Голые, техники да. Вообще голяк. Тыла нет, ничего нет, брошено. Дали... То есть пехота налегке, боеприпасы и тех грузить не дали только. То, что успел взять, с тем и поехали. Абсолютно брошенные, сами себе связь убивают. Комбат он чайку выпал, радиостанции, командование бросило нас, никому для нас дела нет. Кроме того, у многих срочников к декабрю уже вышел срок службы, и они отправились домой. Вместо них в боевые подразделения прибыли совсем зеленые солдаты прямиком из учебки. А сколько вот средний возраст солдат здесь? Они год уже отслужили? Да, в основном, да, почти все отслужили. Они ехали как? Вас спрашивали? Куда вы едете? Куда вы едете? Не, ну то, что Чечня, мы знали, а конкретно нет. В этой путанице на боевое слаживание нужно было еще как минимум 2 недели. Но Ельцин считал, что быстрая демонстрация силы в виде большого числа солдат и военной техники сама по себе напугает противника. А как только будет взят президентский дворец, мятеж затухнет. В итоге 27 декабря министр обороны объявил подчиненным, что Грозный необходимо взять за 1 день, 31 декабря. Для штурма чеченской столицы в страшной спешке были созданы 4 штурмовые группировки по направлениям север, северо-восток, восток и запад. В них включили около 15 тысяч человек, 200 танков, свыше 500 БМП и БТР, а также 200 орудий и минометов. Еще примерно 3500 человек и 48 орудий числилось в резерве. Все это хорошо подходило для демонстрации силы, но совсем не годилось для боев в плотной городской застройке. Подразделения получили инструкции: не занимать другие здания, кроме предписанных, не разрушать городскую инфраструктуру, у людей с оружием проверять документы, изымать оружие и стрелять только в крайних случаях. Но боевики Ичкерии тщательно готовились к предстоящему штурму, превратив каждый дом в мощный опорный пункт.
В итоге из-за беспечности армейского руководства в новогоднюю ночь российские войска попали в настоящий ад. Начало штурма. 31 декабря 1994 года федеральные войска, как и планировалось, вошли в Грозный с 4 направлений – востока, запада, севера и северо-востока. Не встречая особого сопротивления, колонны бронетехники вышли на городские улицы и взяли курс на президентский дворец. Но радость командиров оказалась преждевременной. Как только федеральные силы попали в зону поражения, из подвалов и верхних этажей зданий по ним ударили из гранатометов. Восточная группировка, которая должна была отвлечь на себя основные силы боевиков и выманить их из Грозного, попала в засаду на мосту через реку Сунжу. Дудаевцы расстреляли российскую колонну из крупнокалиберного оружия, вызвав панику и хаос в рядах солдат. Восточники были вынуждены отступить. Также быстро чеченцы расправились с группировкой «Запад». Зажатая в тесных грозненских улочках колонна была для них легкой добычей. Аналогично афганским маджахедам, боевики жгли основную и замыкающую машины в цепочке, а остальные, не торопясь, расстреливались как в тире. Танки и БМП, которым удавалось, ломая заборы, вырваться из ловушек, без прикрытия мотострелков тоже становились простой мишенью. Северо-восточная группировка генерал-лейтенанта Льва Рохлина продвигалась к центру Грозного не спеша, по дороге изучая город и нанося на карты названия улиц, переименованных новыми властями. На каждом занятом рубеже устанавливались блокпосты. Военные аналитики считают, что эта тактика многим спасла жизнь. Подразделение закрепилось в городской больнице и в здании консервного завода без особых потерь. Группировка «Север» в первые часы тоже продвигалась вглубь города без серьезных сложностей. К обеду 81-й полк Самарской мотострелковой дивизии занял перекресток улиц Хмельницкого и Маяковского и получил приказ идти на железнодорожный вокзал. По какой-то причине туда же, снявшись со своих позиций на окраине Грозного, выдвинулась и 131-я Майкопская мотострелковая бригада под командованием полковника Ивана Савина. У очевидцев тех событий есть несколько объяснений появления майкопцев в районе железнодорожного вокзала. По одной из версий, бригада оказалась там из-за собственной невнимательности. Военные якобы проскочили нужный перекресток и заблудились. По другой версии, более похожей на правду, команда бригаде занять железнодорожный вокзал поступила от кого-то сверху. Так или иначе, 81-й полк и 131-я бригада встретились в районе вокзала. На привокзальной площади к этому моменту было относительно спокойно, и военные занялись организацией обороны. Подразделения заняли главное здание вокзала и все примыкающие постройки. Свою технику они разместили на прилегающей улице. После обеда к вокзалу поспешил 2-й батальон Майкопской бригады, но внезапно появившиеся на его пути боевики-гранатометчики расстреляли колонну и отрезали ей путь к товарищам. Те, кто занял вокзал, оказались в ловушке. 4 попытки прорыва. Массированный обстрел вокзала боевики начали с наступлением темноты. Они хорошо знали местность и вели огонь, укрываясь в зданиях депо и жилой пятиэтажки напротив. Дополнительным прикрытием для них стали массивные цистерны, брошенные на железнодорожных путях. И если по жилому дому майкопцы достаточно эффективно вели ответный огонь, то депо и позиции за цистернами достать было сложнее. 3 часа осталось до Нового года. Мы встречаем его, знаете, с салютами. Происходит штурм города сейчас. Город берут, не берут, отдают, забирают, знаете, не поймешь. Праздничный салют. Пожалуйста. Так надоело это. К полуночи почти вся техника на привокзальной площади была уничтожена, а в здании вокзала появились первые раненые. Полковник Савин связался по рации с командующим группировкой «Север» генерал-майором Константином Пуликовским и потребовал прислать подкрепление. Думайте, я не могу бросить раненых, техника уже почти вся сожжена.
Думаете, как вывозить и как нас выручать? Я 10-й. Я 11-й, прием. 11-й. Ну вы думаете, мы все погибнем. Это не просто так. Надо конкретная и быстрая помощь. Я понимаю. Колонну помощи собирали со всех тылов 131-й Майкопской мотострелковой бригады всю новогоднюю ночь. Подразделение выдвинулось к своим лишь утром 1 января. В наспех сколоченном отряде оказалось 40 машин, несколько БМП, грузовики с боеприпасами и бензовозами. Пуликовский приказал усилить колонну танками, но офицеры 131-й бригады торопились и не стали ждать их подхода. Боевики расстреляли подкрепление в 200 метрах от вокзала. Те, кому удалось уцелеть, не имея карты города, в панике расползлись кто куда. 3 машины вышли на сортировочную станцию, откуда по приказу Савина предприняли еще одну попытку прорваться к вокзалу, но были также подбиты. Колонна танков, которую не дождались при первой попытке прорыва, приняла решение отправиться к вокзалу самостоятельно. Но дудаевцы быстро расправились и с ней. Третья попытка прорыва была полной неожиданностью даже для Пуликовского. На помощь Майкопской бригаде попытались выйти несколько машин, которые еще утром по техническим причинам отстали от основной колонны. Без карты, ориентируясь только по командам из рации, колонна какое-то время блуждала по Грозному, пытаясь отыскать дорогу к вокзалу, но в конечном итоге попала в засаду и также была уничтожена. Последнюю попытку прорыва к майкопцам предприняли десантники 137-го полка, но на этот раз военных подвела техника. Когда колонна вышла к вокзалу, шедшая в середине самоходка внезапно заглохла. В цепочке образовался разрыв. Пока водитель чинил машину, впереди идущая техника уже скрылась из виду. Потеряв ориентир, самоходка заблудилась и вместе со следовавшими за ней машинами вышла на улицу Маяковского, где была расстреляна дудаевцами. Прорыв. К вечеру 1 января Савин решил, что помощи ждать больше неоткуда. Из окружения нужно вырываться собственными силами. Полковник был уверен, что вторая ночь на вокзале может стать для бригады последней. У бойцов заканчивались боеприпасы, раненые умирали. Отходить с вокзала военнослужащие решили по очереди, 4 группами. Первая выехала с привокзальной площади на единственной уцелевшей БМП. В машину погрузили всех, кто не мог идти. БМП успела доехать до ближайшего перекрестка, после чего была подбита. Большая часть находившихся внутри погибли, а несколько выживших попали в плен. Вторая группа под командованием самого Савина вышла из здания вокзала в пешем порядке. На товарной станции отряд наткнулся на 3 уцелевших БМП и принял решение покинуть опасный район тем же маршрутом, которым накануне бригада въехала в Грозный. Там их уже поджидали дудаевцы, которые на протяжении всей операции слушали радиопереговоры российских частей. В итоге при попытке прорыва через засаду 2 БМП были подбиты, и только 3-я проскочила опасный отрезок улицы и вышла к своим. Почти всех выживших после взрыва первых 2 машин, в том числе полковника Савина, боевики забросали гранатами. Тем не менее, большая часть членов Майкопской бригады все же выжила. 3-я и 4-я группы в пешем порядке смогли выйти к своим без потерь. В итоге из 446 военнослужащих бригады погибли около 160. Взятие Грозного. После ошеломляющего разгрома федеральных войск командование действиями российских вооруженных сил в Грозном передали генерал-лейтенанту Льву Рохлину. Используя опыт группировки «Северо-Восток», он сменил тактику ведения боя с дудаевцами. Например, одним из его приемов было использование танка, следовавшего вместе с пехотой и самоходной зениткой, которая из автоматических пушек стреляла по чердакам и верхним этажам. Тем не менее, войска, которые за сутки должны были взять президентский дворец, подошли к нему вплотную только к середине января, а полностью Грозный был взят только в марте 1995 года.
По официальным подсчетам, которые позже опубликовал Генштаб, потери российской армии с 31 декабря 1994 по 1 апреля 1995 составили около 1500 убитыми и почти 5000 ранеными. 500 человек пропали без вести. Сколько жизней мирных людей унесли бои в Грозном, посчитать невозможно. По разным оценкам, цифры колеблются от 5 до 27 тысяч человек. Но почему военная операция, которую планировали завершить всего за сутки, с треском провалилась? Военные аналитики называют несколько причин. Во-первых, слабая подготовка личного состава. На штурм Грозного отправили недоукомплектованные соединения, состоящие из совсем зеленых новобранцев. Взводами командовали двухгодичники, выпускники военных кафедр гражданских вузов, не имевшие боевого опыта. Во-вторых, плохая материальная обеспеченность. Военная техника, прибывшая в Чечню, мало того, что не подходила для действий в городе, так еще и была по большей части неисправна. По словам генерала Рохлина, работоспособных машин было около 20%, но в отдельных случаях дела обстояли еще хуже. К примеру, из арсенала Уральского округа было прислано 18 самоходных орудий, из которых использовать можно было лишь 4. В-третьих, отсутствие четкого плана и неслаженность действий атакующих группировок. Вся операция строилась на уверенности, что серьезного сопротивления со стороны боевиков не будет. Получая от командования противоречащие реальной обстановке приказы, группировки действовали самостоятельно и разрозненно. Отмечено много эпизодов огня по своим, в том числе с применением авиации. После взятия Грозного российские войска приступили к уничтожению незаконных вооруженных формирований в других населенных пунктах и горных районах Чечни. Боевики оказывали жесткое сопротивление, расстреливали колонны, уничтожали блокпосты и организовали небывалые по масштабам террористические акты в Буденновске июнь 95-го, Кизляре и Первомайском январь 96-го. В апреле 1996 года в результате авиаудара был убит Джохар Дудаев, после чего остатки мятежников согласились сесть за стол переговоров, которые закончились подписанием Хасавюртовских соглашений. Федеральные войска покинули Чечню. Все властные полномочия остались в руках Республики Ичкерия. Вместо Дудаева к власти пришел Аслан Масхадов. Вопрос о статусе республики был отложен до конца 2001 года. Формально республика получила независимость, но официально она не была признана ни одной страной мира. Такое положение вещей длилось до 1999 года, когда чеченские боевики решили вторгнуться в Дагестан, чтобы помочь ваххабитам провозгласить там Исламскую республику. Одновременно были проведены теракты в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Эти события спровоцировали начало Второй чеченской кампании. Широкомасштабные боевые действия в самой Чечне продолжались с сентября 1999 по конец апреля 2000 года. После этого методы ведения войны боевиками стали преимущественно террористическими. В 2002 году в Москве преступники захватили заложников в театральном центре на Дубровке, а в 2004 – школу в Беслане. Последних крупных лидеров террористов, включая Шамиля Басаева, федеральные службы безопасности ликвидировали лишь в 2006, а режим контртеррористической операции в республике был отменен 3 годами позднее. За годы противостояния с чеченскими боевиками на Северном Кавказе погибли больше 11 тысяч военнослужащих. Пишите в комментах, можно ли было, по-вашему, избежать кровопролития? Почему штурм в новогоднюю ночь не увенчался успехом? Ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте жать на колокол, чтобы не пропустить наши новые захватывающие видео.